Привет! Я очень давно хотела рассказать о том, как у меня в голове все съехало на бекрень и поправилось обратно, но сначала я очень сильно стеснялась, потому что я боялась, что все подумают, что я ебанутая, хотя, в принципе, все и так это думают. А потом я не могла просто собрать все мысли в кучу, потому что со мной происходило очень много, и за одно видео это не рассказать, поэтому я решила разбить свой рассказ на главы, и это видео будет посвящено паническим атакам и тому, как я с ними справилась. В интернетах никто не может объяснить, почему это происходит, и что это на самом деле такое, и по-хорошему-то никто на самом деле не знает, что это такое, и все сваливают на вегетососудистую дистонию. Мне кажется, это не очень убедительным объяснением, потому что вот много у кого есть вегетососудистая дистония, но мало у кого есть панические атаки. Их предлагают лечить антидепрессантами, противотревожными средствами, какими-то транквилизаторами. А люди, которые страдают от панических атак, предпочитают чаще всего просто полежать, покушать, отдохнуть и переждать это страшное состояние и не знают, как с ним справляться. Все вместе это, конечно, имеет смысл, но на практике очень мало помогает. Только 2 года назад мне вписали в карту диагноз паническое расстройство, хотя я помню свою первую паническую атаку, она случилась в начальной школе. Хотя я уверена, что у меня и до этого они были, я просто их не запоминала. А эту я запомнила, потому что в тот день в туалете пахло очень экстраординарно. Просто как-то раз на уроке мне ни с того ни с сего стало плохо, у меня закружилась голова, меня бросило не то в жар, не то в холод, мне стало страшно, мне показалось, что меня стошнит, и я побежала в туалет. В туалете выяснилось, что тошнить меня не будет, но это состояние не проходит, поэтому я попросила классную руководительницу, которая пришла меня проведать в этом туалете, позвонить моей маме и забрать меня домой. Меня забрали домой, и почему-то этому случаю не придали значения, никто не стал разбираться, что случилось, и все как-то очень быстро замяли. Спустя много лет я сдала ЕГЭ и вступительные экзамены в институт и поехала перед 1 сентября с мамой в Одессу отдохнуть. У меня было отличное настроение. Мама тогда свинтила куда-то к своим подружкам, и я осталась одна. И вот я вся такая счастливая, возвращалась с набережной в отель, и мне резко ёбнуло по ушам. Я не поняла, что произошло. Сейчас я знаю это чувство очень хорошо, а тогда я что-то напряглась, такая: о господи, я оглохла. И я помню, что я шла домой, в смысле в отель, и думала: бля, я оглохла, что-то не так. И когда я пришла в отель, меня стало мутить. Еще по счастливому стечению обстоятельств, конечно же, в тот день там вырубило электричество, поэтому атмосфера была особенно интересная. Я одна, в другой стране, в отеле, в котором нет света. И со мной что-то не так. Первое, о чем я подумала, это то, что я отравилась шавухой, потому что меня начало мутить, бросать в жар, у меня буквально была испарина на лбу, я чувствовала себя нехорошо, я тряслась, ноги были очень слабые, и я помню, что я так сильно нервничала, у меня была такая сильная паника, что я стала жрать таблетки из аптеки, которые должны были помочь, если ты типа отравился. На всякий случай я закинулась еще валидолом и чем-то еще, я не помню, я просто жрала таблетки из аптечки. Позвать маму на помощь я не могла, потому что у меня не было ее местного телефона, и это, конечно, мне уверенности в этот момент не придавало. Я протусила на полу в туалете где-то час, меня крючило, и мне было очень страшно, я думала, что я умираю, и я решила, что мне нужно звать на помощь, поэтому я сползла по лестнице к девушке в регистрации, как это называется. И я попросила ее вызвать мне скорую. Я помню, что я вышла на улицу, уже наступили сумерки, и я просто легла там возле входа, и я думала, что если я умру, им будет очень удобно оттуда меня забрать. Скорой не было очень долго, поэтому добрая девушка со свечой завела меня обратно по темному коридору в номер, где я лежала в темноте и ждала скорую. Когда они приехали, я была почти в бессознательном состоянии. Мы специально оставили дверь открытой, чтобы они, типа, смогли зайти, если я не смогу открыть. Меня осмотрели, мне сделали какой-то укол, и я почти уверена, что это был транквилизатор, и я отрубилась.
Спустя пару часов пришла моя мама и разбудила меня. Я проснулась и рассказала ей, что ко мне приезжала скорая, что мне было плохо. И пока я рассказывала, паническая атака ударила с утроенной силой. Мне казалось, что каждая клеточка моего тела в огне. У меня буквально внутри было горячо. И все было еще хуже. Все, что можно представить, сердцебиение, дыхание, с меня лился пот. Короче, было страшно и плохо, и я не знала, короче, что делать. Мне снова вызвали скорую. Чувак в скорой сказал, сначала ебутся без презика, а потом вот им, значит, их тошнит, и им хуёво становится. Я чувствовала себя настолько плохо, что я даже не выцарапала ему за это глаза. И вот ночью меня посадили в машину скорой помощи и повезли куда-то за город, в какую-то детскую больницу, где ночью мне сделали все экстренные анализы, промыли мне все, что можно было промыть, и, короче, ничего не нашли. Я была абсолютно здорова, только вот сердечко колотилось, и никто как бы не мог объяснить, что это такое. Что вообще-то странно, потому что панические атаки происходят много у кого, и вот ни один врач как бы мне это вслух не озвучил. Короче, они ничего не нашли, они снова мне что-то вкололи, и я окончательно отрубилась, потому что была очень измотана. И после этого я типа месяц сидела на диете для, ну, знаете, гастритников и язвенников, потому что мы все думали, что у меня что-то с животом, что я вот как-то странно отравилась очень. С 17 до 18 лет панические атаки происходили почти каждый день. Мне из-за них, ну не только из-за них, конечно, но из-за них в том числе пришлось бросить институт. И более того, я не могла даже с друзьями пойти в пиццерию, попить пиво и поесть пиццы. Я прекрасно помню тот момент, что мы сидим, очень здорово проводим время, играем в нарды, и внезапно мне накатывает страх смерти, и это чувство, когда ты должен взять свои манатки и любыми средствами бежать домой прямо сейчас, спасаться. Типа, неважно, что это займет и сколько это будет стоить, прямо сейчас я срываюсь и, перепрыгиваю через все заборы и препятствия, лечу домой, потому что со мной что-то не так, я умираю. Это очень зацикленная херня. Получалось так, что если я шла в бильярд, и в бильярде у меня случалась паническая атака, то в бильярд я после этого не ходила. И так происходило с многими местами. Это все очень медленно ухудшалось. К 22 получилось так, что я почти никуда не ходила, потому что везде, где могла произойти паническая атака, у меня была паническая атака. Тем более я не выезжала в другие города. Типа я перестала ездить к друзьям в Москву, например. Дошло до того, что я выходила типа раз в неделю в продуктовый магазин и очень сильно нервничала и собиралась. Брала с собой таблетки и все остальное, и очень долго готовила к себе. Окей, тут идти типа 100 метров, я дойду в продуктовый и очень быстро вернусь. Это ужасная вещь, и надо мной до сих пор из-за этого издеваются, и все меня теперь спрашивают: «Ой, Ань, ты на улицу выходишь?» Ненавижу это. Я была абсолютно беззащитной, никак не могла контролировать эту херню. Мой мозг запугивал меня, и это просто не давало мне жить. Сейчас у меня не бывает панических атак, а если они начинаются, то я могу их останавливать на очень ранней стадии, когда это только легкое такое волнение, небольшой дискомфорт, я очень быстро от него избавляюсь. Мы вот думаем, что мы в своем теле как бы хозяева, но на самом деле мы просто пассажиры, мы даже не можем долго не моргать, и прикиньте, наше мясо каждый день отваливается на 8 часов поспать, и мы ничего не можем с этим сделать. Наша психика, нервная система и мозг очень хотят, чтобы у нас и у них, у всего нашего организма все было хорошо, поэтому, например, он может делать удивительные вещи. Если вы пережили какое-то чудовищное стрессовое событие, то мозг может просто выкинуть это нафиг из памяти, чтобы мы оставались позитивными и креативными, просто потому что так надо, чтобы быть здоровыми. Когда я стала думать об этом больше, мне стало казаться, что панические атаки — это не просто рандомный сбой на пустом месте, а что он для чего-то как бы нужен. Все говорят, что панические атаки происходят, когда ты плохо спишь, ешь, или у тебя стресс, но
Я что-то ничего такого не заметила. Я не знаю, они происходили, когда я была дома, когда я была одна или с кем-то, когда я спала, когда я вообще всегда очень хорошо кушаю на самом деле. Но стресс у меня всегда тоже. По моему скромному мнению, паническая атака — это шантаж и запугивание. Это громкое заявление. Мозг как бы берет контроль над тем, что вызывает максимальный дискомфорт. Типа дыхание, сердцебиение, все остальное. И все это резко начинает работать неправильно, и появляется животный страх смерти. Но от панических атак никто не умирал, так что получается, что это натуральный шантаж. Я успокаивала себя каждый раз, когда я шла на улицу. Я брала с собой аптечку, и я убеждала себя в том, что я готова ко всем бедам, которые могут случиться со мной на улице, но меня ждала огромная подстава. Панические атаки стали случаться и дома, и когда я купалась в ванне с лавандовой пеной, и даже когда я спала. И тогда я ужасно заебалась. Я была измотана, мне хотелось плакать, потому что все эти состояния не пускали меня погулять и увидеть людей, которых я люблю. И как-то раз я сидела в баре с подругой, которая приехала из другого города, и у меня началась паническая атака, и я такая: окей. Я буквально топнула ножкой и про себя себе сказала: хорошо, мозг, делай, что хочешь. Мне вообще-то похуй, что ты там. Я подумала, что я все равно когда-нибудь умру, и это, скорее всего, будет очень некрасиво. И я такая: окей, тело, мозг, нервная система, что-то там, что это делает. Делай свое дело. Ты хочешь, чтобы я думала, что я умираю? Окей, я умираю. Что дальше? Типа, что-то новенькое? Покажи мне, что ты еще можешь. Короче, я расслабилась и такая: окей, если я сейчас сдохну, я умираю. Давай, я готова. И ничего не произошло. Паническая атака прошла. Сейчас я переживаю панические атаки довольно легко. Во-первых, я глубоко дышу. Причем я как-то автоматически задерживаю дыхание на вдохе и потом очень медленно выдыхаю. Я опускаю плечи. Я обнаружила, что когда тебе страшно и ты в панике, у тебя буквально тело, оно превращается в камень, его нужно... Надо как бы понять, что ты вот так вот зажат, и силой себя расслабить. Это очень помогает. Каким-то образом это помогает телу и моему чему-то. Я все так называю, как-то странно. Короче, это помогает поверить в то, что я сейчас не умираю, что все в порядке, я расслабленная и я в безопасности. В барах очень помогает хлебнуть пивка, потому что алкоголь отрубает вот эту вот нервную тревожную штуку напрочь. Но если вам нет 18, придется отвлекаться как-то по-другому. Например, можно включить музыку и прям типа слушать ее, или можно запустить игру, что-то, что вас увлекает и требует большой концентрации внимания. Короче, задача перевести внимание на что-то другое, потому что во время панической атаки ты очень сильно концентрируешься на штуках, которые происходят в твоем организме, и ты их все воспринимаешь как сигнал того, что ты сейчас откинешься. Сначала мне было очень тяжело отвлекаться, но потом по странному стечению обстоятельств я начала медитировать, просто чтобы засыпать, но я не знала, что я медитирую. Короче, я делала это, как это называется, практики для повышения осознанности и концентрации внимания. Короче, каким-то образом эта мышца концентрации внимания накачалась как-то у меня очень случайно, и сейчас я очень легко перевожу внимание на что-то другое. Медитация, по сути, помогает сосредотачиваться и учит сосредотачиваться. И она сама по себе не помогает во время панической атаки, но у сосредоточенного человека, который может правильно направить свои мысли, шанс выйти легко из панической атаки намного выше, чем у человека неподготовленного. Если вы в это не верите, то я ничего не говорила. Очень помогает, если ваши друзья шарят в том, что нужно делать. Если
вы видите кого-то с панической атакой, и вы начинаете суетиться вокруг, и такой: «О, боже мой, что с тобой? Ты умираешь? Что-то плохое? Как тебе помочь?» Короче, так делать не надо, потому что в этот момент человек, который переживает паническую атаку, он думает, что он умирает. Поэтому, когда рядом, если кто-то начинает суетиться, это только подтверждает его волнение. И он такой: «Окей, да, реально, я умираю. Всем пока!» Короче, ведите себя спокойно. Лучшее, что можно сделать, это очень спокойным, расслабленным, таким casual тоном спросить, не нужно ли как-то ему помочь, предложить, например: «Хочешь, я провожу тебя домой?» Или «Хочешь чайку с сахаром?» Мне, например, лично мне очень помогает, если кто-то рядом пошутит или как-то отвлечет меня, типа обратит мое внимание на что-то другое. Если, типа, вы спросили у человека, не нужно ли ему помочь, он от вас отмахнулся, потому что очень часто бывает так, что во время панической атаки вообще не до разговоров, и человек вербально не может даже, типа, ничего нормально тебе ответить, то отойдите в сторону, типа, рядом не находитесь, просто даже вот в поле зрения. Поймите, что человеку в этом состоянии очень плохо, и любой звук, который может быть произнесен вами, или фигура, которая будет стоять слишком близко, может сделать значительно хуже. Типа, если вот вам сделали вот так, то отойдите. Окей. Но больше всего мне помогает справляться с паническими атаками принятие конечности жизни, что вообще-то странно, потому что я чудовищно боюсь смерти и даже говорить об этом боюсь. Окей, я умру, и все умрут, и когда я умру, мне будет все равно, потому что я ничего не почувствую, так зачем из-за этого переживать? И эта мысль дает мне такой похуизм и такое спокойствие, что я стала выходить из дома с паническими атаками. Типа, вообще не обращать на них внимания. И каждый раз, когда на меня накатывает волна тревоги, я опускаю плечи, глубоко вдыхая и думаю о том, что вообще-то моя жизнь в масштабах Вселенной ничего не значит. И паническая атака проходит. Типа, что? Все дошло до того, что я стала шутить, когда у меня начинаются панические атаки. Мои друзья были свидетелями тому, что когда мне начинается паническая атака, они спрашивают, все ли у меня в порядке, не нужна ли мне помощь. Я говорю что-то типа: «О, все окей, просто пообещайте, что мы останемся друзьями, если я здесь упаду в свою блевотину и потеряю сознание». Они такие: «Да, мы будем друзьями». «Ну, все в порядке, значит, все хорошо». Когда я так стала относиться к паническим атакам и нырять в них с головой, кажется, мой мозг сообразил, что меня этой фигнёй не запугать, и перестал запускать такие чудовищные приступы. И теперь я могу справиться с ними очень легко и просто. У меня опять сдохла камера, но мне осталось чуть-чуть договорить, поэтому я буду снимать на телефон. Сори. Я заметила, что все люди, у кого есть панические атаки, рано или поздно приходят к такому отношению расслабленному, и у них как-то это все очень сильно сглаживается. Типа, когда ты привыкаешь к паническим атакам, они проходят. И я почти уверена, что они происходят только пока ты их пугаешься. И когда ты перестаешь их пугаться, они больше не происходят. Это странно? Это имеет смысл? Короче, я подумала, что это может быть полезным для тех, кто страдает от панических атак и не знает, что делать во время приступов, потому что я вот до 19 лет не знала даже, как это называется, хотя испытывала их много-много-много раз. И когда ты не знаешь, как это называется, ты не знаешь, как это погуглить. Я реально в детстве думала, что да, окей, что-то произошло, ну ладно. Вот еще что. Меня несколько раз спросили, как понять, что у тебя паническая атака. Поверьте мне на слово, вы ее ни с чем не перепутаете, вы будете точно знать, что это она, и у вас не будет никаких сомнений. И еще не будьте как я, не стесняйтесь говорить о всяких ментальных штуках. Не переключайтесь, впереди вас ждет много интересного, например, история про депрессию и тревожное расстройство, и про мои обсессивно-компульсивные, очень странные и непродолжительные эпизоды. Огромное спасибо людям, которые продолжают поддерживать меня на Патреоне.
Продолжает поддерживать, что? Спасибо, что подождали с выходом нового видео. Я не буду оправдываться. Просто спасибо, что подождали. Все, пока.